Здравствуйте, мои дорогие друзья! Приветствую вас в первом в этом году осеннем влоге. Уже влоги я не снимала некоторое время, поэтому в этом покажу вам, что творилось в моей жизни за это время. И начинаю я его вот с такого симпатичного скверика, где можно посидеть и насладиться. Вот в обе заметила такие декоративные перцы, и они мне очень понравились. Такие цветные, задорные, маленькие и хрупкие. И еще приглянулась мне вот такая сауна. Конечно, бы классно бы было иметь такую на своем участке. Вижу, что здесь есть, как бы сказать, разные модели, разные возможности. Вот показываю вам вместе с ценами. Я, конечно же, в этом еще не разбираюсь, но помечтать, конечно же, можно. Сауну я бы хотела. А вы хотели бы на своем участке или у вас есть? Напишите, пожалуйста. И вот еще одна вещь, которую я хотела, когда мы строились над калиткой вот такое что-то поставить и обвить декоративной цветущей розой. Но мой муж не согласился, и так у меня такой вещи нету. А было бы сейчас уже очень классно. В Польше вместо шашлыков популярны вот такие колбаски на мангале. Их делают на гриле, но мы вот решили их сегодня сделать на шампурах. Так, по-быстрому, чтобы себя побаловать. Вот так вместе с салатиком, кетчупом домашним и горчицей. Это просто наслаждение. Вот это чем я занималась сегодня. Закатывала перец и помидоры. Вчера делала томат-пасту из помидоров, протирала на супы и варила варенье из персика. Сегодня вот столько. Ну, осень, и, конечно же, это осенние работы в саду. Вот у нас падают яблоки. Они в этом году в основном такие мелкие, есть и покрупнее, но в основном мелкие. Они сразу портятся на земле, поэтому нужно быстренько их убрать, чтобы, ну, чтобы было чисто и чтобы те, которые падают потом первые, не портились. Вот насобирали хорошие яблоки, плохие выбрасываем на компост. И также снимаем уже с дерева яблоки, чтобы они, потому что при падении некоторые все-таки ударяются и уже быстрее портятся. Поэтому хотим поснимать сразу с дерева, вот, перенести домой и наслаждаться. Сорта у нас очень вкусные, сладкие и сочные. Кожица тоже такая нежная, поэтому очень их любим. Вот, показываю. Посмотрите, сколько мы насобирали. Даже жалко было хорошие мелкие выбрасывать, поэтому посортируем и будем перерабатывать. Те, что покрупнее, оставлю для того, чтобы кушать, а из мелких сделаю прекрасное яблочное пюре на зиму, и потом можно и в пироги, и так кушать. Честно говоря, живем на природе, но если кто-то подумает, что вот так вот каждый день выходим и гуляем, то нет, не всегда так получается. Вот уже, наверное, недели 2 или даже 3 мы не гуляли с таким большим размахом. То ли погоды не было, то еще были какие-то занятия. Так что сегодня прекрасная погода в воскресенье. И вот после барбекю мы решили прогуляться, насладиться последними теплыми деньками. Неизвестно, как долго еще будет такая теплая и хорошая погода, поэтому грех сидеть дома. И вот так вот, даже скажу вам, против собственной воли, вот так собрались и пошли. И сейчас не жалеем, потому что вот когда как аппетит приходит во время еды, так и удовольствие уже приходит во время прогулки. Как бы человек уже оторвал пятую точку от дивана, и уже хочется просто гулять. Поэтому наслаждаемся, если вы тоже, у вас тоже такие впечатления и такие проблемы, отрываете свою пятую точку насильно, и через 10-15 минут вам уже гулять просто захочется. Вот первый раз вижу поле гречихи. Здесь еще весной вырубили сосновые деревья, сосновый такой мини-лес, и посеяли гречиху. Первый раз вижу, вот посмотрите, как выглядит, если кто не видел. Но удивляюсь, почему
еще до сих пор не убрали ее с полей. Неужели это надо делать так поздно? И вообще, первый раз встречаюсь с такими полями. Здесь обычно картошку садили, или пшеницу, или рожь, но гречиха впервые в таких количествах огромных. Вот, посмотрите, какой декор придумали. Я иначе не могу этого назвать, потому что другого применения к этому, наверное, здесь не может быть. Вот такие стоги, не знаю, как это назвать, рулоны соломы на таком стояке. Вот лучше видно. А мы идем дальше на прогулку. Кто со мной давно, тот, наверное, помнит влог, когда я показывала, что мы были на скачках, на соревнованиях конных, и это проходило вот в этом месте. Здесь был такой манеж, и здесь происходили соревнования. Здесь можно было приходить поездить конно, здесь была такая как бы школа, или не знаю, как это называется, вот. Но мы пришли сюда посмотреть, и все. Они отсюда ушли, все забрали, остался только вот такое осталось песчаное поле, по которому бегали лошадки. Здесь были трибуны, мы здесь сидели, были трибуны сделанные такие, как бы сказать, под крышей. Все было очень классно и профессионально сделано. И не знаю, какая причина того, что они отсюда ушли и все просто демонтировали. Вот, по этому месту я иду, здесь были трибуны, и здесь был настил такой, и пол деревянный, и крыша, и какие-то помещения для судей, и вообще, ну, и столы, и лавки, все здесь было вот так вот на возвышении, и отсюда вам можно было вот с перспективы смотреть, как соревнуются лошадки. Эти трибуны были, видите, довольно длинные. Вот здесь остались только балки. Их строили на базе таких вот рельсов и железнодорожных. Вот. Все, следа нету. И вот, видимо, то, что осталось от тех трибун, вот эти железнодорожные шпалы. Здесь остатки ограждений, сена. И вот куча мусора. Идем дальше, покажу вам еще вот такие места в Польше. Очень часто случается вот такой крест, и люди приходят сюда и молятся. Это не просто так крест стоит, и около него обычно лампадки горят. Посмотрите. Вот я подхожу и показываю. Видите, живые цветы, горящая лампадка. Здесь кто-то это зажигает каждый день, и можно прийти помолиться. И я не раз видела людей, которые это действительно делают. Да и мы тоже иногда останавливаемся, если есть время. Это очень и очень такая хорошая традиция. Посмотрите, здесь среди лесов находится вот такой стадион. Его содержит, как бы сказать, ну, из налогов жителей маленького поселка. И вот сейчас, видно, готовится к каким-то соревнованиям. Также идет полив травы при помощи вот такого автомата. Посмотрите, как все чистенько, красиво организовано. А мы гуляем дальше и набрели на боярышник. И вот впервые решили его собрать и насушить. Здесь очень довольно много таких деревьев, и плоды тоже. Посмотрите, какие классные. Набрали, будем сушить. Напишите, как их лучше всего запарив. Посмотрите, какая озорная белка. Вот так совершенно не боится, бегает, что-то ищет, наверное, грибочки. Я летом показывала, как белка обчистила у меня все орехи в саду, в орешнике. Возможно, это эта же белка, которая теперь собирает грибы.
А я удивляюсь, почему у нас ничего не получается и ни одного грибочка мы не находим. Возможно, белка перед нами уже шустрая все нашла. Я, конечно же, шучу, но наблюдать за ней очень и очень забавно. Какая пластика, она как на шарнирах. Я просто стою и умиляюсь. Хищный такой зверек, но все-таки миленький такой и приятный. Хочу поделиться с вами своим новым приобретением. Оно было очень дешевое, но я даже не подозревала, что мне принесет столько радости. Так купила, потому что мне понравилось и думаю, пригодится. И теперь нашла ему применение и страшно довольна. Посмотрите, вот такая, не знаю, платок, накидка. Прекрасный такой, приятный голубой цвет с белой такой окантовочкой. И я его ношу как платок. И можно его так завернуть и под шею. И вот сейчас, пока мы еще не топим, иногда вечером бывает так прохладно, и когда сидишь, что-то смотришь или работаешь, так не по себе, как-то становится по плечам. У меня, конечно, же есть еще пончо, но там довольно такие длинные кисти, которые мне иногда мешают. Там тоже очень удобно, потому что вы, наверное, меня видели в этом пончо, таком красном под шейку, я его тоже ношу. Но здесь я могу, и даже если мне хочется, даже на голову набросить, вот так вот закутаться. И такое получается тепло, оно такое мягкое, воздушное. Здесь, видите, здесь есть дырочки. И такое ощущение такого тепла, комфорта, такого, как будто ты где-то в гнездышке под крылышком. И сразу становится очень уютно, я очень довольна, потому что не знаю, какая будет зима в этом году, и как оно, и что оно, но вот такая вещь. Вот, я так подумала, иногда я это наброшу, дочка пончо, или наоборот, так что будет у нас, как бы сможем поделиться, вот, но это очень-очень классно, круто и удобно. Поэтому вот ловите такую, как бы сказать, не лайфхак, но вот такую идею, как бы можно было, чтобы не окутываться в 5-6 свитеров, а что-то быстренько на себя набросить и согреться. Не знаю, что это за дерево, но на нем столько много плодов, что оно, посмотрите, просто легло на землю. Мне кажется, что это как раз под влиянием вот того, что такой урожай в этом году. Оно просто лежит. На этом, друзья мои, на такой нотке уюта и эстетики я буду заканчивать сегодняшний влог. Всего вам самого доброго. Обязательно подписывайтесь, пишите комментарии, ставьте лайки и самое главное, возвращайтесь ко мне в гости. Пока-пока.